Мне вообще кажется, что память вообще детская, она фиксирует какие-то моменты. Вот бывает момент какой-то, вдруг запоминаешь его. Вот саму цепочку событий восстановить невозможно, но какой-то вдруг момент почему-то остается в памяти. Я, например, помню, там, когда папа там принес домой проектор и показывал диафильм мне «Маугли». Например, вот это вот запомнил. Ну, естественно, конечно, это я в книге писал, когда «Глобус» мне подарили. И то, что когда он мне читал «Подвиг Магеллана». Просто одна из первых книг вообще, которую я так прочитал. Ну, серьезных книг. 70-й год помню, когда все смотрели КВН. Ну, батнинская команда вышла тогда в финал, играл с Одессой. Значит, композитором был папин младший брат Леня Вайнштейн. Вот, все смотрели, болели очень. Помню еще какие-то моменты первенства мира по футболу 70-го года. Папа приезжал, страшно ругался, там кто-то в автобусе говорил, там, значит, что счет узнал, потому что играли в Мексике, значит, поэтому, соответственно, показывали записи. Вот какие-то вот эти вот такие отрывочные события вспоминаются. Но, конечно, никогда не вспомню момент, как я научился играть в шахматы. То есть, вот, судя по всему, действительно связано было с тем, что папа и мама решали в газете, я думаю, что это была «Вышка» была, потому что у нас две газеты была, «Вышка» и «Бакинский рабочий». Там и везде, естественно, был шахматный отдел. Такой же, знаешь, молодые такое уже не могут себе представить, но были шахматные отделы, в котором там была какая-то шахматная новость и какая-то задача. Скорее всего, они что-то решали, действительно. И мне очень понравилось это. Вот я смотрел так со стороны. Вот это. А они решали вслепую, что ли? Нет, они постоянно... Они расставили позицию на доску. Мне было интересно, что за такая игра. Да я стоял, смотрел. Никто как бы в этот момент на Твиттере сообщение не послал. Понимаешь, что вот увидел Каспаров, Гарик Что за мальчик? Вайнштейн увидел шахматные фигуры, научился играть. Скорее всего, опять, это была зима 68-69 года. Опять ориентировочно можно предположить. Какой-то такой зимний вечер, наверное, был, поэтому были дома. Вообще, какая была обстановка дома? Напряжение было, потому что, например, мама имел возможность сделать карьеру. Вот, для этого требовалось вступить в партию. Папа просто жестко говорил, что есть как говорится, будет выбор между партией и мной. Как бы, да. Вот так, да? Да. Там было очень... Вот этот момент такой напряженный был. И вот она мне рассказывала, она ходила потом к своей свекрови, к Ольге Юльевне. Вот, и та говорит, что жить-то ты будешь не с партией, а с Кимочкой. Да, поэтому, в общем, выбирай. Мама всегда выбирала семью. Вот как четко семья была самым главным. Вот. Момент, когда она, в общем, решила, что как бы карьера, бог с ним, хотя она могла действительно сделать большую карьеру. Вот ей начальник института, как бы, учитывая ее способности, предлагал, в общем, двигаться дальше. Она была начальником лаборатории, женщина, армянка, в Баку. Вот у нее там, по 10 мужчин работал. Тогда, как бы, она стала с папой. Потом она будет делать такой же выбор уже, уже только в мою пользу. Как бы. 69-й год я опять помню смутно очень, потому что я научился играть в шахматы, и это как бы сразу пошло. Вот. Мне стало интересно, то есть как бы вот... Но у меня были вот шахматы были, и вот эта география, вот эта вообще история, вот такие какие-то вещи меня всегда интересовали. И поэтому, когда папа «Глобус» купил, я там смотрел на эти маршруты все. А можно сказать, что как бы вам было, по сути, в детстве интересно все, что попадало в руки? Или были какие-то вещи, которые сразу... А математика, например? Нет, это не мое. Не, математика, я считал, нет. Читал, писал, я все очень быстро делал. То есть, в принципе, я в 5 лет уже свободно читал просто. Поэтому это мама даже вспоминала, когда пришла к ней одна из ее подруг. Я там сидел, говорит, мам, я это не помню, мама почему-то зрелище такое было, которое ее подруга, по-моему, Нора Касумова была. Она, значит, заходит, я сижу, читаю, значит, там это как раз «Положение в Каире». Нет, на самом деле я читал практически все. Вот информация попадала в руки какая-то, мне было интересно, я, значит, ее переваривать пытался, да. Но особенно интересно было то, что происходит в мире вообще. То есть вообще мир большой же, как бы, да, вот то, что папа читал про первооткрывателя, мореплавателя, вообще сильно запало вообще. Вот, вообще идея, что надо что-то новое открывать, вот она тогда как-то очень, очень четко поселилась в голове. Вот. А параллельно были вот шахматы, вот как бы, значит, при этом, что интересно, полностью как бы отсутствовала музыка. Вот папа... Вот я мой следующий вопрос. Да, это интересно, потому что... Вы же из музыкальной семьи, на самом деле. Ну, папина. Да. Папина семья вся музыкальная. Значит, папа был единственный не музыкант, он стал инженером, химиком, но он тоже кончил класс скрипки с отличием. В 69-м году, когда, вот потом мама рассказывала, когда, значит, обсуждали, что делать, он говорит, нет, говорит, у нашего, говорит, сына, говорит, другие, говорит, склонности, говорит, я, говорит, думаю, что не надо. Подождем, просто, ну, скорее всего, надо, пусть позанимается шахматами, потому что у него голова по-другому работает. На самом деле он понял. Хорошо чувствовал. Да, почувствовал, да.
И так вот жизнь шла вот своим чередом. Я говорю, 70-й год был очень вроде счастливый. Сейчас, Вот. Гарри Кимович, извините, а сейчас к музыке есть какое-то? Вообще вот на протяжении жизни играла музыка какую-то роль, нет? Ну, второстепенную. То Так и не родилось этого увлечения. Не второстепенную, скажем, а именно такую, как бы она помогала, так просто я мог послушать. То есть, на самом деле, мне интересно, мне как бы вот, но это фон все-таки, это фон жизни. То есть, на самом деле, я как бы вот особняком стою вообще во всей своей семье. То есть, мама был очень хороший слух, она очень любила оперу, особенно вот. Так, они с папой как раз во многом, это, общность интересов была. Вот. Опера была, и я даже вот писал, вот, когда воспоминания как короткие своей маме, что она рассказывала, как это такое у них романтическое свидание, которое определило их судьбу. Это был концерт Ван Клиберна в Баку, когда он с турне был, ездил с турне. Вот такой у нас был зеленый театр, открытый театр был. Вот. Мама, она окончила школу с серебряной медалью, причем у нее была единственная пятерка по математике. Она там не получила в городе... Единственная четверка, в смысле? Пятерка была по математике, пятерка, потому что в городе никто не получил золотых медалей. Она по-моему, там пропустила пару запятых сочинений. Она получила четверку, но пятерку по математике получила единственную в городе. Поэтому золотых медалей не было, но она, в общем, как одна из лучших учениц, она поступила в новый институт, Азербайджанский индустриальный институт, и в общем, стала инженером. То есть, причем ни бабушка, ни дедушка, они, в общем, как-то вообще... Девочка идет вообще вот там практически почти полностью, это мужская работа. Вот, но она пошла туда, и там они с папой как раз они познакомятся. Вот, в 59-м году. И вот жизнь, я говорю, вот то, что я довольно пока ясно помню, вот 70-й год был действительно такой пик был, такой счастливый, потому что, вот я говорю, и это первенство мира по футболу я хорошо помню, и вот и КВН, и, в общем, и собирались там, опять, малюсенькая квартира, на самом деле, комната, кухня, вот как бы, да, плюс это все коммуналка еще. Но такой подъем, вот как бы, вот что действительно, как бы жизнь нам удалась, все счастливы. А летом мы 70-го года поехали Карадах, это вот южная часть Абшеронского полуострова. И как раз вот 14 августа, по день рождения был, и вот у него какие-то начались, как-то он себя плохо почувствовал, там какая-то температура. И я ничего не понял. Он уехал, и вдруг я понимаю, что как бы что-то случилось, потому что мама не вернулась. Но потом я узнаю, что ему делают рентген, когда проверяют просто, и понимают, что там просто реально уже 4-я лимфосаркома, там последняя стадия. Все начинает меняться в жизни, потому что она ездит с ним в Москву. Он протянул почти 6 месяцев. При том, что он вообще не ходил к врачу никогда. У него там ни к дантисту никого. Он был там здоровее всех в семье. И вот как-то жизнь вот так молниеносно меняется. А у меня происходит событие, потому что в сентябре я иду в школу. Меня должны в школу отвезти. Но мама была полностью как бы с папой, значит, она отключилась. И в 70-м году меня отведут во дворец пионеров. Дворец пионеров вообще был очень далеко. Он находился вообще в другой части города. То есть там надо было на автобусе ехать. То есть реально далеко. И вот они меня отводят, и, наверное, повезло, что сразу попадаешь в вот такую атмосферу шахматную, потому что вообще в Баку... Отвели вас на шахматы, да? Да, на шахматы. Это был шахматный кружок Дворца пионеров. Ну да, стандартная советская да. история. Ну что такое шахматный кружок? Это одна комнатка во Дворце пионеров. Там был, значит, вот этот... И как бы во Дворце пионеров там разные секции были. Вот была секция шахматно-шашечная. Одна комната была шашечная, а она как была внешняя. А вот внутренняя комната была шахматная. Но она вот, я думаю, что по размерам была, не знаю, может, чуть больше вот этой комнаты. Вот это, а может, примерно такая же. Вот это был шахматный кружок Дворца пионеров. А там было два тренера было. Был Олег Саксович Привородский был и Татьяна Осиповна Горбулева. Попал я к Привородскому. Но это опять был чисто вот такой как на удачу просто. Но что действительно повезло, что в этом же, как бы в этом нашем дворе, буквально там, в 50 метрах, жил Ростик Корсунский. Он тоже ходил к Привородскому. Значит, он был на 6 лет старше меня. И это оказалось большим подспорьем. Во-первых, потому что мы могли играть вместе. Ростик был, он старше был, он потом шел быстрее. Он станет первым, станет мастером у нас в нашей группе. Но важно еще, что довольно, когда какая-то ситуация критическая была, не всегда меня могли водить туда, потому что все были заняты, все-таки семьи у всех. А я мог с Ростиком пойти. То есть он уже был все-таки взрослым, и поэтому меня отпускали с ним. И также еще, как говорится, по соседству, грубо говоря, жил еще один ученик Привородского, который там больших звезд как бы сам там не нахватал, Боря Шенин.
А так что иногда мы ходили втроем. Боря, в итоге он там станет кандидатом в мастера, но главное, что его сын в итоге, который тоже возьмет фамилию мамы, Тимур Раджабов, станет одним из лучших шахматистов мира. То есть, Интересно, когда? Да, это был, в этом небольшом треугольничке, вот буквально вот там, я не знаю, там, в радиусе там, 100 метров, вот жили, вот так получилось. С Ростиком мы много играли очень. Я даже помню такие вот, значит, у нас были с ним диспуты, потому что Ростик любил коней, а я слонов. И мы периодически играли, значит, причем я считаю, что, конечно, условия были неравные. Все фигуры убирали, играли я слонами, он конями. Вот, в принципе. Ну, конечно, достаточно доворотная игра была, хотя иногда он как блокировал позицию. Это позволяло, в общем, постоянно мне, какая-то была практика, то есть играть. Хотя Ростик был сильнее, безусловно, и он очень, очень любил заниматься, то есть он, там, у него были свои идеи как-то, то есть, в общем, был очень талантливый. Аналитик еще был хороший. А как сложилась его судьба в итоге? Никак. В общем, он довольно молодым умрет, как бы он, в общем, но он станет мастером, он будет в армейской команде будет. Кстати, вот его Миша Ходорковский, он, в принципе, он с ним играл в ЗАКВО, они, когда Миша служил, то есть они... Они там сталкивались? Да, они сталкивались там, они сталкивались. Ростик был первой доской во Дворце пионеров команды. А в 1971 году в группу придет еще один мальчик, Эльмар Магеррамов. На самом деле, вот эта группа Дворца пионеров... Ничего такое было, да. Интересно, вот во Дворце пионеров вот эти две группы, Провородского и Горбулева, такая была конкуренция. Ну, Олег Исакович, конечно, во-первых, она была там перворазрядницей. Ее представление о шахматах все-таки, она была хороший тренер и педагог, но шахматной силы не хватало. Олег Исакович был сильным кандидатом в мастера, который не стал мастером, потому что он, в общем, как бы это была не основная профессия. Он вообще преподавал в каком-то профтехучилище, и параллельно еще ходил во Дворец пионеров. То есть он там две работы были. Вот. Но это такой был хороший задел, потому что атмосфера была очень, очень позитивная. Вообще в Баку в это время была очень хорошая шахматная обстановка. В этой атмосфере было легко расти было. Очень быстро можно впитывать информацию было. Ну, понятно, что как бы жизнь действительно там складывалась довольно сложно, потому что, значит, папа умирает в начале 1971 года, 23 января. Вот. Мама там, естественно, была просто в полной отключке. Я как бы в какой-то мере был сам себе предоставлен. То есть я жил с бабушкой, дедушкой, мама. Ей приходится как-то что-то делать, как бы, чтобы не потеряться полностью. И там у меня даже был инцидент такой, когда, в общем, я там возвращался один из школы, и, в общем, чуть меня не сбила машина. На самом деле, я там успел бежать, ударился сильно головой, меня отвезли там в больницу. Мама перепугалась, в общем, как-то... Потом она говорит, что этот момент для нее был важный, потому что она понимает, что тут вообще надо как-то жить дальше. Да, собраться, да. И постепенно начинает переключаться на меня. Вот эта жизнь начинает выстраиваться вокруг меня. Там постоянно были разговоры о том, что надо талант, надо развивать все это. А мама, она говорила, нельзя спешить, нельзя форсировать. На самом деле, ходит один раз в неделю, пусть ходит один раз в неделю. И она, с дядей Леней, она постоянно вела такой разговор, как он говорит, надо тут сейчас... спокойнее, не спешить, да. Ну, естественно, я там ходил в парк соседний, там у нас было много рядом с домом парков, там в шахматы везде играли, в общем-то. Через какое-то время меня уже все стали знать, там, в общем, там я думаю, что годам к 8 я там уже большинство людей обыгрывал. Вот. Значит, в 7 лет я выполнил 3-й разряд, 8 лет 2-й. Я продвигался вперед, то есть я там книжки читал. А откуда они брались эти книжки? Как повезет. Опять, Советский Союз. Да. Например, книжка я зачитал до дыр, я у Ростика, помню, взял дома ее, значит, и это была такая книжка, я даже не знаю, ты помнишь, Виктора Васильева. «Загадка Таля» и второй «Я Петросян». Да, знаю, конечно. Я ее зачитал до дыр, я там сдал наизусть вообще. Так она хорошая книга, на самом деле. Прекрасная книга, на самом деле. Это я читал, просто я там мог описание партии, все, какие-то вообще действительно такие легендарные вещи были. Вообще для нас это был мир, в котором жили легенды. Я думаю, я не знаю, сколько сейчас это все воспринимается, но тогда это же было так далеко от нас, где-то на другой планете. Таль играет турниры претендентов в Югославии, или там Петросян на Кюрасао. Ну, хорошо, я еще знал, где Кюрасао находится. Я мог найти на карте Кюрасао. Ну, то, что там играет Петросян. Петросян, и как эта партия, как Керес Бенко, в принципе, когда Керес проигрывает партию, а потом последний тур Керес должен выиграть у Фишера, чтобы догнать Петросяна, а он там делает быстро ничего с Филиппом, ждет. А Петросян Ботвинник на сцене колонного зала. Все это такие легенды, слушай. Самая первая книжка, на самом деле, которую еще папа мне купил, даже мне 2 книжки. Это было 200 открытых партий Бронштейна.
Бронштейн. Да? 200 открытых партий. Интересно. 200 открытых партий, 69-й год был. Это еще папа купил мне. И у нас была книжка, мне кажется, в 70-м году. Это был «Мать Спаски Петросян». «Ирония судьбы» я же не знал. Составителем сборника был Александр Сергеевич Никитин. То есть, на самом деле, уникальная книга, что ее прокомментировали секунданты двух участников матча на Бернстейн. Она была... То есть, вот, интересный взгляд. Был, да. Он был как бы составителем сборника этого. Вот эти две книжки были первые книжки шахматные. Но это уже серьезные книги шахматные. Это же я читал. не путешествие в шахматное королевство. Со Спаски Петросян матч был сложнее, конечно, но тем не менее, как бы я все равно книжку запомнил хорошо эту. Я даже помню, что на обложке книги, значит, Спаски с Петросяном сидит, как бы корона на голове Петросяна, а на обратной стороне, значит, они сидят как бы снова, но корона на голове Спасского. Да. Но тогда, значит, были шахматные доски с чемпионами мира. На самом деле, вот, значит, шахматные доски такие, картонные, на них там были фотографии чемпионов мира, в принципе, да. Тогда их было 10, в принципе, да. Потом появляется, значит, Фишер, как бы будет 11-й чемпион мира. И я помню, значит, один из наших родственников мне подарил доску, это был, наверное, год 72-й. Там было 2 свободных места. Он говорит, 12-й, наверное, в принципе, там Карпов шел вверх, в принципе. Надо такое... Но вот в эту клетку, значит, он, естественно, пошутил. Красиво, да. Вот эти 2 книги я помню точно. Да, еще была книжка у меня, первая книжка, была книжка Майзелиса. Майзелис такая была, почему, я помню, большая желтая книжка. Майзелис это автор или название? Майзелис, нет. Майзелис это был автор такой. Это книжка, там, 20-х, 30-х годов была, переиздавалась она. Значит, вот это то, что при папе было. Да, 72-й год, значит, уже было 60 партий Фишера. Да, например, меня уже купили. И из черной серии. И 50 партий Ларсена. В принципе, эти книжки уже появляются у меня. Вы их проигрывали как-то? Я проигрывал партии, да. Ну, естественно, запоминали их? Не помню, да? Я запоминал все. Все, что я делал, все запоминал. Нет, это вот здесь с памятью проблем не было. Память у вас шахматная... была идеальная. Даже сейчас я многое помню, в принципе, больше, чем молодые многие. Но тогда я помнил все просто. Вот все, что я увидел, я все запоминал, как бы все откладывалось как-то. Причем это происходило автоматически совершенно. То есть я даже без усилий, да? Процесс автоматически шел просто. Я не знаю. Ну, вы знаете сказку про вас, что вы типа вечером прочитали информатором и утром могли рассказать все партии? Все, не все. Условно, было прям вот как бы. В принципе, как бы я практически в то время я практически вся информация шахмат, которая приходила, я ее помню. Все складывалось в голове, то есть куда что, кто куда пошел, то есть в принципе все это. Это было достаточно хаотично, но тем не менее, как бы процесс переваривания информации, ее усваивания шел какими-то ударными темпами. С 71-72 год идет процесс просто всего этого накопления через эти книги, через эти журналы. И в 72 году начинается первое появление, как говорится, фамилии уже в газетах. Первые лучи славы. Значит, они связаны с Блицем были. В Блиц играли все, естественно. В Баку проходил чемпионат города по Блицу, значит, там четвертьфинал, полуфинал, финал. И в четвертьфинале я набрал 9 из 9. Среди взрослых я набрал 9 из 9 и попал в полуфинал, естественно, в общем-то. И из полуфинала я вышел в финал. Там на соплях, но все равно вышел в финал просто, да, в 9 лет попал в финал. Вот за это мне присвоили первый разряд, в принципе. Надо сказать, что как бы первый разряд я не выполнял. Никогда мне дали... да? Не Красиво. И в финале, я даже готовился к финалу. Тогда начал по партии Чигорина, пытался играть, значит, я за счет Чигорина. D4, D5, C4, конь C6 хотел играть. Но, в общем, что-то у меня ничего не получалось. Понятно, я был маленький. В общем, кончилось тем, что я, значит, после, по-моему, 7 или 8 туров, я там все партии проиграл, кроме одной. Я выиграл там у такой кандидат в мастера, у Гаджи Касумов. Я у него одну партию выиграл, проиграл, в общем, чувствовал себя очень разобранным. В общем, мама меня забрала. Сказал, хватит, потому что это невозможно. До окончания турнира? До окончания турнира. Нет, когда играть я не мог турнир. Я помню, дядя Леня шутил, говорит, что Гаджи Касумов, наверное, с горя под машину упадет. Тем не менее, как бы я добрался до финала, и это было первое упоминание. Там мальчик, Гарик Вайнштейн, попал 9 из 9, потом попал в финал. То есть в бакинских газетах меня упомянули. Олег Исаакович, он не то чтобы нас не поощрял, но, в общем, Блиц был частью нашего... Он был как бы разрешен, да? Он был разрешен, да, разрешен. Но при этом, еще раз говорю, там все-таки были серьезные занятия. Он имел какой-то набор, скажем, дебютных пристрастий, вот так скажем. Да. Но одно из этих пристрастий, оно останется у меня на всю жизнь. Он играл только Швейнинген черный. Да, то есть на самом деле вот оттуда. И Магерамов будет играть, то есть Магерамов и я, в общем, будем играть Швейнинген. Это остается оттуда. Вот это вот швейнингенские построения просто. Потом еще, кстати, добавится Никитин, который тоже
тоже он напишет книгу как бы про Шевингена. Так получилось, что вот совпало. Вот как бы мой первый тренер, и Привородский, и потом и Никитин, они, как говорят, они будут ярыми приверженцами Шевингена. И поэтому у меня вот тяга к этому построению, в принципе, значит, в социалянке с пешками D6, E6, она как бы она сохраняется. И интересно, что потом у меня как бы это будет такой, получится такая синергия, потому что я буду Шакаровым заниматься потом. Но, и вот то, что они принципиально были разными совершенно, это оказалось очень, очень полезно, потому что, с одной стороны, я как бы усвоил от Привородского желание разобраться вообще в нюансах позиции, а у Шакарова четко, значит, в принципе, ход туда, ход сюда, то есть как бы вот. И это даст хороший такой симбиоз. Вот. В 1973 году мне еще нет 10 лет, я играл второй раз в первенстве города среди юношей до 18 лет. И я там разделю 34 место, набрал 79. Это был первый серьезный результат. И после этого момента я попадаю уже в обойму сборной, юношеской сборной Азербайджана. И вот в 1973 году во Дворце пионеров формируется очень сильная команда. И в 1974 году мы едем в Киев как бы на отборочный турнир. И там к шоку местных там как бы организаторов мы легко обгоняем Киев. У нас команда была на голову сильнее остальных, мы легко вышли в финал. Как вообще вот это советское, потрясающее все-таки вот это изобретение Советского Союза, вот эта шахматная обстановка, атмосфера? Ну, мы будем сейчас говорить про это даже больше, что вот эти же вещи останутся у меня не просто впечатления, а это как бы станет частью моего шахматного образования, моей вообще шахматной культуры. И в какой-то мере уже я начну их проецировать на будущее. Я же буду играть сеансы, этого много оттуда идет. А также, в принципе, уже потом, когда я буду работать вместе с Ботвинником, в школе Ботвинника будут сеансы. На самом деле, как бы я же постоянно, причем там-то уже все играли там. Многие вещи вообще были заложены, вот как бы они, знаешь, вот как бы в фундамент камни такие шли. Наверное, еще тоже способность, которая тоже развивается будет, и потом Ботвинник будет помогать развивать ее, и, естественно, и Никитин тоже, и Шакаров. То есть это способность как бы вот к аккумуляции большой шахматы, большого объема информации и ее распределения быстрого. То есть на самом деле вот как бы поэтому я мог смотреть на несколько досок и как бы и играть его примерно в одну силу. В общем, мне образованием шахматным повезет, как бы, потому что действительно будут люди, которые все время будут помогать. И мама, она, в общем, когда она начинает уже фактически с 1972 года, она начинает уже внимательно следить за этим процессом. Но она вообще как бы организатор была. Вот. И весь свой опыт работы в лаборатории она начинает переносить на эту работу шахматную. В итоге она и будет команду всю держать шахматную, потому что, ну, как бы она была, скажем, менеджером профессиональным. И тогда тогда уже очень четко она как бы ставит, что говорит, нельзя форсировать события. Вот нельзя, значит, нельзя, чтобы как бы вот не надо торопиться. Оно само придет, потому что все-таки маленький, 9-10 лет, то есть нервная система должна подготовиться. Вот. Мама начинает вот как бы за всем этим следить, и она все время говорит, что надо не перегнуть палку. Так все начиналось. Но к этому моменту уже я, в общем, уже был дееспособным шахматистом. Понятно, что тогда наш дебютный репертуар по сегодняшним меркам был смешной. Олег Исакович там постоянно как бы нам он там показывал как вот то, что мы в Баку играли, ну, естественно, играли. Вот, значит, вот слон 4, конь f6, мы играли d4 все здесь. d4, ед, значит, вот это e5, конь e4, короткая рокировка. Вот так мы играли в шахматы тогда, в принципе. Значит, вот эта партия, которая первая в книжке есть, вот с этим, с туркменским шахматистом, она как раз вот на эту тему. Вот эта позиция. Вот. Ну, там, до дохода f7, f5 тогда еще как бы не додумались. Вот, вот. Ход, который полностью реально как бы все построение белых там ставит под сомнение, потому что после f5 черных просто как минимум не хуже. А, значит, партия, которую вот я упоминаю, это вот с этим Мураткулиевым, как бы с конь e6. Это где она? Она здесь, она в книжке есть уже здесь. Это по-моему, первая партия, ее Никитин прокомментировал. Вот, значит, как бы еще тогда, в смысле? Нет, он ее потом прокомментирует, потому что когда я ее играл мы еще были незнакомы. Мураткулиев. Да, Мураткулиев, да. Это как раз вот эти игры... Нет, это тренировочные, это были в Баку, приезжали к нам туркменская команда. Матч Азербайджан-Туркмения. Да. Конь f5 было, там слон g5, ферзь g4, он даже конь d4 сделал здесь. Ну, в общем, как бы тут я повел на g5, значит, слон f5, вот. Я был страшно гордый, потому что, потом там ферзь h4 ход, там уже, может, компьютеры укажут. То есть ферзь g3, значит, неудача сразу, машина ферзь d7 рекомендует здесь. Я здесь пожертвовал пешку, вот, как бы, вот. Довольно быстро я, по-моему, все исполнял это. И здесь очень, как бы,
красиво, то есть как бы вот тот тактический удар, который, значит, я довольно быстро нашел. Ну и потом я выиграю эту позицию достаточно как бы уверенно. Хотя она, может, не такая плохая у черных еще, там, надо было где-то F6 пойти. Но партию я выиграю и был очень горд, как я исполнил все это. И Никитин, в общем, сказал, что для 10-летнего мальчика это было, в общем, такое... Но вы тогда еще с ним не работали? Нет, с Никитиным мы познакомимся в Вильнюсе. На самом деле, Вильнюсский турнир, вот это первые молодежные игры, оттуда начнется отношение Никитин и школа Ботвинника. Вот там будет партия с Кенгисом, который первый в информатор попадет. Вот тоже было интересно. Я довольно быстро исполнял вот ходы сложного варианта вот с переводом коня вот на c5. Но это вот, и эта партия попадет в информатор. Я там причем должен был выиграть ее, но не хватило тогда. Близко было к победе. И это партия, которую прокомментирует Никитин. Он ее уже видел. Вот Никитин видел эту партию, он посмотрел, и после этого вот он подходит к маме и говорит о том, что вообще-то надо как-то начать заниматься профессиональной. И То есть он сам ей предложил как бы свои услуги в роли тренера? Или он просто подошел пообщаться, что талантливый пообщаться, нет. И он организует приглашение на школу Ботвинника. То есть как раз вот именно... И во многом эта партия сыграет роль, потому что он ее видит. Когда мы возвращаемся, вот я помню, приходит телеграмма о том, что вот меня приглашают на школу Ботвинника. Ну, вообще... Это был шок, да? Нет, это... Вот я даже не знаю, как это описать, потому что... Вот я тоже пытаюсь понять, как это сейчас людям описать, что это такое было. Да. Вот я знаю сейчас, какой там ребенок говорит, вот он будет заниматься с Каспаровым. Я понимаю, все равно, кажется, событие. Но тогда это все-таки, я говорю, это был уровень легенд. Понимаешь, вот это Ботвинник, вообще-то, как это вообще... Человек из космоса. Как это... Даже, это не космос, это там. Космос, это, кстати, понятнее. А это вообще, это легенда. Понимаешь, это на самом деле... Вот ты попадаешь... Это миф это называлось. Да. Мама тогда собирается, мы едем. Естественно, как бы там, она там должна найти ресурсы какие-то. И для мамы это будет серьезным, потому что испытанием. Потому что, потом кто-то будет оплачивать это все, но вообще для нее постоянно будет... как бы надо будет делать выбор какой-то, потому что надо занимать деньги было. Жили все, в общем, довольно скромно. И вообще-то меня туда взяли по протекции Никитина. Значит, я туда вообще попасть не должен был, потому что я был с Дворца пионеров. Я вообще был не из профсоюзного, это самое. Я был, конечно, маленьким. Вам 11 лет, да? Это 74-й год, да? Мне 10. Это август 73 года. Мне 10 лет. 73-го. Мне 10 лет, значит, и я туда, значит, приезжаю, и со мной приезжает Боря Таборов. А он играл, значит, за Украину, как раз на первой Лене за это играл, он играл на второй доске, значит. Он там набрал какой-то жуткий результат, он выиграл, по-моему, вторую доску, там, 79, много, может, 89 даже набрал. Какой-то результат был феноменальный на Вильнюсе. И он уже, по-моему, выполнял мастерскую норму. Но он был просто реально сильным кандидатом в мастера. Я был просто перворазрядником. Ему было, соответственно, Боря было, соответственно, 14 лет, наверное. То ли в порядке исключения, они как бы готовы взять одного человека как бы со стороны. И получается так, что как бы мы с Борей показываем партию Ботвинник. Но это и Юра Разуваев. А Никитин показывал, да? Нет, я уже... вы приехали на сессию? Мы приехали на сессию. И там, значит, но там не на сессию, а нас как бы позвали к Ботвинник и Разуваев. Да. Сидят, два человека сидят, и мы с Борей Табором показываем партии. По всему понятно, что как бы, я там способный, молодой, там все равно, значит, но Боря на голову сильнее. Потом Разуваев тоже напишет, что когда я начал показывать партии, Ботвинник посмотрел на него, он посмотрел на меня, и, в общем, к шоку, конечно, Бори Таборова, у папы, они выбирают меня. Просто Ботвинник посмотрел, и, в общем... Мне кажется, он вдохновился, потому что я показывал партию, я чуть-чуть... я быстро очень думал. С вариантами, да? И потом, как бы Разуваев тоже скажет, что для них это было откровением. Боря был такой, он был академичный, а здесь что-то летали фигуры куда-то там все. И вот он сразу понимает, что вот тот самый талант, который надо холить, лелеять и помогать ему развиваться. Вот это потрясающе все-таки. Какое время было? То есть как вот он занимался этим, да? То есть он не просто там что-то, давайте, ребят, там это работать. Но на самом деле это тоже то, что мне передастся от Ботвинника. При том, что наши политические взгляды будут сильно разниться, и в итоге разрыв будет именно по этой причине. Михаил Васильевич был сталинистом, вот таким. Веривший в определенные советские мифы, и это, в общем, в какого-то момента станет серьезной проблемой. Жалко, конечно, но это уже потом политика будет многих людей разделять.
Вот. Но у него было понимание такое, что как бы ты получил как бы вот что-то вот, от других, надо это вернуть. Вот это на самом деле у меня остается тоже, что на самом деле шахматный опыт должен передаваться. Вот это его главный урок. Что это, для него понятие советской шахматной школы, оно носило довольно конкретный характер. То есть вот это школа. И вот он в ней, как патриарх... Он чувствовал ответственность за это. Абсолютно, да. Его назвали патриархом, он как бы он считал, что это для него... Вот это, он должен оправдывать это звание. И вот это передается просто. Вот как бы я впитываю, что вот это действительно необходимо делать. Я до сих пор продолжаю как бы делиться своим опытом просто. Ровно потому, что как бы так вот было тогда. Но это есть начало истории. Лично у вас сложился контакт сразу, да? Сразу сложился контакт. Ну, он как-то, так по-русски сказать, полюбил вас, да? Да, сразу полюбил. Нет, просто это вообще отношения, там действительно, они будут от привязанности любви учителя к ученику, в принципе, до такой высокой трагедии, когда будет 87 год, когда Ботвинник начинает рассказывать детям, что Сталин выиграл войну. И я говорю, Михаил Васильевич, при мне это говорить не надо. В общем, и с этого момента начинается разрыв. Во мне он видел продолжателя дела. Даже книжка, я не знаю, осталась она где-то у меня, он подписывает какую-то книжку мне и пишет Гарику Каспарику от Миника Ботвинника. То есть у меня даже я ходил к нему домой, естественно. То есть очень быстро отношения выстраиваются. То есть я становлюсь любимым учеником, продолжателем дела. О нем. Но все-таки это такая фигура как бы столбовая вообще. Противоречивая. Конечно, нет, естественно. Потому что он был сын своего времени, на самом деле. Понятно, что как бы он тоже впитал все то советское, как бы все. Но у него были определенные представления о том, что есть правильно. Вот у него был планка очень высокая. Значит, я там что-то показываю партии какие-то. И Ботвинник смотрит и говорит, если ты будешь так играть, ты станешь Тайманом или Ларсеном. Это считалось оскорблением. Нет, это в устах Ботвинника. Нет, сегодня это как бы Тайман. Ларсен все-таки. Несерьезный. Опять, уровень несерьезный. Не в смысле уровня игры, а в смысле отношения к шахматам, да? Несерьезный игры. Тайманов вообще как там музицировал еще, в принципе. Музыкант, хотя да. Вот. А Ларсен, он играет не так. Это как Б3 играет первым. Вообще так не играет в шахматы. А надо к шахмату подойти серьезно. У Ботвинника четкое понимание было, что вот есть правила, которые надо соблюдать, значит, надо заниматься, надо сделать от сих до сих. Все на самом деле, понятие, кстати, в этом плане он с моей мамой будет пересекаться, потому что понятие режима, в принципе, как надо заниматься, как надо делать все это, как надо готовиться, все, на самом деле, это все сложится в какие-то представления, которые в итоге, у меня рутина будет своя, но она во многом будет, скажем так, она будет подстраиваться под уже требования новых шахмат, но это все равно заложено будет Ботвинником, что все равно есть режим. Это даже когда мы с Юрой Дахайном приезжали в Вейконзе, все равно, как говорится, или в Ленарос, неважно куда, там выстраивался распорядок сразу. Просто некоторые вещи до автоматизма доводились. Надо делать то, значит, в принципе, все должно быть по порядку. То есть каждый день должен, в принципе, быть выстроен по порядку. И Ботвинник был абсолютно неумолим, что надо делать такие вещи, как шахмат надо изучать серьезно. У него был набор советов какой-то. Например, в какой-то момент решил надо тренировочные партии. Значит, потому что что-то привозят, показывают партии. Да, он, кстати, настаивал, что 4 партии показывать, 2 выигранные, 1 ничью, 1 проигранную. Значит, там четко совершенно. Подход. Ко всему подход, да? Ко всему подход, совершенно точно. Так. То есть все должно быть как бы разложено по полочкам. А так вот партия, я помню, я играл с Артуром Юсуповым, значит, и я черными... На сессии, да? На сессии. Страницку я там не очень хорошо разыграл ее, потом я пожертвовал, я помню, конь F4 сыграл в какой-то момент, Ботвинник сразу явно партию Сталин свою вспомнил из матча, 6-ю партию, значит. Я что-то пожертвовал, Артур там не нашел опровержения, и, значит, в итоге получается ничья. Ботвинник смотрел, то есть очень был недоволен так. Значит, надо изучать партии. Тогда как? Тогда же не было сборников. Значит, Геллер, Бронштейн, Глигорич, может быть, Болеславский. Это, в смысле, он дал задание изучить партию? Нет, значит, я начинаю выписывать их просто. У меня, я не знаю, может быть, в мамином архиве остались еще партии. Я там выписывал партии просто. Реально, из сборника выписывал партии. Вообще, это целая как бы история, потому что тогда мы как бы создавали базы собственными руками. Ну да. Мне Никитин прислал... нашел, то и... Нет, Никитин прислал, тогда был по тем временам ГДРовский набор, для штамповать диаграммы
и фигурки. Значит, на самом деле можно... О, это колоссально. Нет, это был тогда качественная была. Теперь уже, значит, штампуешь диаграмму, зеленая была, и, по-моему, там, соответственно, красные фигуры были, какая-то еще... Я видел у кого-то красные, такое, черные. Да. И вот это был набор, то есть, значит, я, естественно, значит, там штамповал диаграмму и, значит, и вписывал, впечатывал фигурки туда просто. На самом деле, у меня тетрадки были такие. То есть это... Сейчас это звучит смешно вообще, да, просто нажал кнопку, просто все посмотрел. Да. Но тогда это, на самом деле, работа. Мы привыкали к такой работе, в принципе. Поэтому, у меня не было проблем, то есть, с культурой работы. То есть, на самом деле, надо работать, выполняя, причем, такую скрупулезную, сейчас черновую работу. Надо было самому все это делать. Но вы уже с Никитиным, да? Никитин... Или еще нет? Еще нет, потому что Никитин помогает, но так, издалека. То есть, на самом деле, формирование вот этого коллектива, оно идет постепенно, потому что Никитин все-таки до 1976 года, до конфликта с Карповым своего, после которого он лишается работы, он все-таки гостренер сборной СССР. На ставке человек, да? Он там работает? Работает, да. Причем, понимаем, учитывая его происхождение, все-таки многие считали его естественным преемником Батуринского. Все-таки, какое у него происхождение? Все-таки русский. Александр Сергеевич Никитин. Русский. Да, естественно, да. Мастер спорта, в принципе, с идеальной биографией просто, да. А там Батуринский, Батуринский рано или поздно уйдет. Это должность руководителя советских шахмат. Да. То есть у него многие... И конфликт с Карповым в 1976 году, когда Никитин начинает заниматься расследованием его попыток сыграть матч с Фишером. А зачем он это начал делать? Правдолюбец был Александр Сергеевич. Он потому что неправильно было советскому чемпиону мира встречаться с Фишером и пытаться сыграть матч за деньги, в общем-то, в обход ФИДЕ. Но кончается тем, что, в общем, тему заминают, а для того, чтобы Карпову не стать под удар, Никитину реально убирают его. И он вынужден искать уже другую работу, и он находит пристанище в «Спартаке». Его покровителем был тогда младший брат, младший староста. Он поможет Никитину устроить в «Спартаке», но самое главное, что в этот момент это это будет очень важным, потому что с 1976 года старанием Ботвинника и Яков Игнатьевич Рохлин тогда, который с ним работал в профсоюзных шахматах, меня устраивает тоже «Спартак». Меня устраивает «Спартак», но это не просто переписали к «Спартаку», а Ботвинник, понимая сложность положения материального, он выхлопотал мне стипендию. Я начинаю получать стипендию 120 рублей. Это уже жизнь. Нет, это просто по тем временам это было самое забавное, конечно, что объяснить невозможно. Это, так как не было правил никаких регулирующих. Мне было 13 лет. Вообще, 13 лет я прихожу, дедушка со мной ходил. Для них всех это был шоком, потому что вообще огромные деньги по тем временам. Но сработал закон. Меня вычитали за бездетность. В смысле? Правило. Раз нет детей, значит, должны вычитать деньги. Значит, мне было в 13 лет, правда. Меня вычитали, по-моему, 10 рублей, по-моему, 80 копеек. То есть давали 109 рублей 20 копеек. Я тоже помню. Это бешеные деньги. По тем временам, действительно, это была огромная помощь. И Никитин, как раз это 1976 год, начало 1976 года, и Никитин тоже приходит в «Спартак», и в «Спартаке» Шакаров. На самом деле, 1976 год – это уже формирование команды. А параллельно начинаются еще у меня занятия с Макогоновым, но это уже частная инициатива. Он практически позабыт уже, в принципе, как шахматист, хотя он даже играл в сборной Советского Союза в радиоматче. США, да? США, да, в 1945 году. Он играл несколько раз в финалах первенства СССР, его лучший результат, по-моему, в 1927 году он с Ботвинником поделил 5-6 место. Тогда... Но у него было, конечно, удивительное понимание шахмат. Он делал какие-то тренерские вещи были. Он работал со Смысловым в 1957-1958 году, в принципе. И он мне рассказывал тогда, что когда Смыслов выиграл матч в 1957 году, в принципе, он почти потерял голову, вообще чемпион мира, все. И говорит: Василий Васильевич, вам надо быть Михаил Моисеевич. Ботвинник он относился с каким невероятным пиететом. Ботвинник был просто для них всех, И он тогда, говорит, я пытался Смыслову сказать, что вообще-то матч-реванш опасно. И он говорит, что Ботвинник, он говорит, может и Каракан начать играть.
Василий Васильевич, не хотел вообще. Он так был на 7 небе от счастья, все. И как он вспоминал, и говорю, вот не послушал. Не послушал, да. И вот все это просто помогало, потому что у меня достаточно гармоничный стиль был, при том, что как бы я сам играл в динамичные шахматы, но вот такая работа, она позволяла, действительно, все сбалансировать, то есть какой-то универсальный стиль. Никитин тоже постоянно говорил мне тогда, что слушай, надо играть, смотри, ты же лучше всех считаешь, в принципе, но если ты сразу будешь осложнения затевать, то, как говорится, ты вынужден прослаблять позицию. Ты должен научиться играть так, чтобы соперники сами заинтересованы в осложнениях. А вот тут твои таланты и проявятся. Вот. И Никита как раз он начал помогать расширять репертуар. То есть, на самом деле, вообще узнавать больше вообще о позициях там, миттельшпильных. Вот как раз в эти годы начинает происходить формирование репертуара дебютного уже. Тогда, потому что, там, с Привородским там были, я говорю, там совсем простые вещи были. Хотя там я что-то сам пытался подучиваться. Вот. Меня всегда фианкетта привлекала. Красиво. Всегда. Вот черными. Белыми я не очень любил фианкетироваться. На самом деле, белыми у меня, как говорится, такой тяги не было. А черными после d4 всегда. Потом и Бенони я начну играть уже с подачи Мудирамова, правда. Вот. Страндийскую я всегда играл как-то. Вот всегда меня как-то тянуло туда сфианкетироваться. Грюнфельд потом придет уже. Это 84-85 год. Это Адарьян меня начнет обучать. Вот. А в целом, именно старандийская, и все эти построения разнообразные, там, с закрытыми центрами, такие, они всегда были частью просто моего шахматного мировоззрения. И Шакаров играл, опять влияние Фишера было, размены в испанской партии. Никитин страшно возмущался всегда. Говорит, что за ход, как слона за коня отдавать вообще надо. Научись играть, говорит, в принципе, классическую партию. Я долго сопротивлялся, потом какую-то партию я сыграл тренировочную. Довольно неплохо выиграл. Вот, как раз в классической, в чегоринской испанке, то есть, как говорится, Никитин. Говорит, видишь, другое дело совершенно. А Никитин все-таки он воспитан был на этих классических вещах. Он говорил, что есть набор дебютов, которые человек должен играть просто. Без них нельзя двинуться. Вот испанский один из этих дебютов. Так идет формирование стиля, вкусов шахматных. Уже формирование шахматной личности произошло. То есть мы сейчас охватили период формирования шахматистов. Уже появляется этот коллектив, в принципе. Еще я занимаюсь немного с Привородским, Шакаров, это Баку, Макагонов появляется чуть-чуть, естественно, Ботвинник, Никитин. А с Ботвинником как происходило общение? Созванивались постоянно? Или он как-то? Созванивались с Ботвинником, сначала, естественно, будет только школа, а потом мама еще налаживает отношения с Галиной Давыдовной. Это мудрый ход был. Довольно быстро наладились отношения, но Ботвинник, ему самому было приятно, интересно. Я не помню, когда первый раз мы у него на Фрунзенской появляемся дома, но это примерно в те же, я думаю, где-то год 74-75. И он начинает уже за мной непосредственно следить. То есть, например, я когда буду играть в Баку, я помню, в этом турнире мастерском неудачно буду играть, и он будет звонить маме, в принципе, поддержать. Потом мне будет перезванивать. То есть уже 75-76 год Ботвинник начинает пристально следить, да? Нет, уже не следить, а уже начинает активно участвовать непосредственно. То есть в этот момент Ботвинник начинает давать конкретные советы. Встреча с Ботвинником, этот контакт, он позволил перевести эту мифологическую часть шахмат в реальную жизнь. Кстати, а Ботвинник рассказывал, он же играл с Капабланкой. Ботвинник постоянно. Любил, да? На самом деле и это опять, я тоже от него перенял, потому что я сейчас вспоминаю. Знаешь, как это манера уже, что помнится, играл я с Карповым, все. Ботвинник, он даже не столько партии помнил. У меня с памятью, кстати, не очень хорошая была. А именно так концептуально. А Капабланка сказал, а это, а в этой партии было так. При этом опять, у него оценки были очень категоричные. В принципе. Значит, он что-то он помнил, в принципе, было именно так, в принципе. Не то, чтобы он вдавался сильно в воспоминания те, в принципе, о своей партии, победы, но он какие-то были такие вехи. Он говорит, что матч, турнир, название чемпионата СССР 41 года. Я написал книжку. Это очень хорошая книжка. Белявский, он потратил столько времени, пытаясь найти там ошибки.
и ничего не нашел. Гордился, да? Очень гордился. Но опять, все делал очень основательно. И опять, и были эти параллели, в принципе. Значит, он там все время пытался найти историческую параллель какую-то, в принципе, посмотрел партию, а вот мне кажется, тогда, значит, я помню, там, в 1931 году, я там сыграл. И опять, это не столько партия, сколько его какой-то образ шахматный, который он пытался перенести на конкретную ситуацию. Он еще, во-первых, критично отзывался о матче Спасски Фишера вообще, потому что, мне кажется, еще психологически для Ботвинника было вообще тоже как-то неприемлемо. Он играл столько матчей на первенстве мира, они получали какие-то там жалкие рубли, и какие-то подарки. Да. А Спасский получил $100 тысяч. В общем, да. Ботвинник был как-то в шоке, да? историческая несправедливость. Все-таки она его как-то видно было, она делала дискомфортно как-то было. Да. Он, кстати, довольно убежденно говорил, что Фишер больше играть не будет почему-то. Да? Да, он как-то... Почувствовал как-то, да? Как-то он сказал, что... я помню, в 1975 году, когда был этот спор, в принципе, что там соглашаться на 9-9, последнее требование Фишера. Ботвинник говорил, что просто идиоты, надо было соглашаться, но все равно играть не будет. Говорит, просто да. И тогда бы у него никаких аргументов не было. Потому что играть до 10 побед, говорит, 9-9 вообще такого быть не может, в принципе, да, как бы. А поэтому, говорит, все, что он выставляет, говорит, это просто от неуверенности играть с Карповым все равно не будет. То есть, у него четко было... Он еще в 1974 году считал, что Фишер, он сломается. Не знаю, почему. К Фишеру вообще у него было отношение такое, я бы сказал, скептическое. Он, конечно, нет, гениальный, все, он действительно аналитик был, все. Но какая-то была в Фишере гнильца какая-то. Он чувствовал, что что-то не то. То есть он сломается. Кстати, да, важный момент был тоже, когда его партия, это же с Фишером. Когда Фишер там... На Олимпиаде. На Олимпиаде, в Варне, да. И Фишер уже там написал в сборнике, как он мог выиграть. И большим, конечно, делом был, что я же там нашел ничью сам. Без всякого компьютера, что анализ Фишера опроверг. Ботвинник был страшно доволен. Просто страшно горд был. Да, там еще Марк Израилевич Дворецкий был, то что они посмотрели, да, сказал. Они же там сидели ночью, там всей командой. Да, но там потом Фишер там написал какой-то длинный вариант, что я действительно выигрываю. И, значит, там потом они там пытались нам найти там как-то ничью, а я нашел довольно там простую ничью. Это какая-то была очень сложная. Там, в итоге получалась позиция, там проходили ферзи, черные могли первые шаховать, белый король, там шах один был, а белый король попадал под атаку, в принципе, да, и если я не ошибаюсь, я даже могу поставить позицию. Вот в итоге получалась вот такая позиция получалась. Если я не ошибаюсь, сейчас я покажу. И они как-то смотрели ферзь f8, король a2, ферзь c5, что-то в этом роде пытались найти как-то. Я не помню. В общем, в итоге я просто предложил простой ход ладья c4 здесь. Ладья c4, ладья b3, шах, ладья c3. Мне кажется, пешка стояла вообще еще дальше стояла, потому что даже по а4 идея не получалась, мне кажется. А там шах? Ферзь e1 шах, король d3. И на ферзь f1 шах тут последняя ловушка. Нельзя пойти так, потому что ферзь h3. Значит, взял. Просто король d2 ходит белый так, и стоят. И все, и ничего сделать нельзя. Или король d1 здесь даже можно пойти просто вот так. Я нашел эту ничью, показал Ботвиннику. Кайф, да. Просто был страшно доволен был. А Фишер вообще тогда был как бы легендой тоже? Фишер был легендой, на самом деле, опять, сейчас, наверное, мало кто помнит уже, что, в общем, болели за Фишера в основном. Турнир был у нас в 1974 году, когда был отборочный у нас, внутренний был. И мы там все подписали фамилии просто. Ростик был Фишером всегда. Ростик всегда забирал Фишера себе. Я, по-моему, был Портишем. Ботвинник тогда дал комментарий, как Карпов, матч Карпов-Лугаевский. А потом был матч со Спасским. Полуфинальный матч. Но это, безусловно, я считаю, вообще лучший матч Карпова был. Может быть, вообще в жизни. Вообще. То есть, конечно, совершенно блестящий матч был. Я помню, там с Ботвинником обсуждали это. И, в общем, действительно, эта игра была высочайшего уровня. Потому что Спасский проиграл 7-4 матч. И надо сказать, что играл он лучше, чем с Фишером в 1972 году. Но проиграл 7-4 Карпов. Выиграл, при том, что проиграл первую партию белыми. И после этого Ботвинник полностью, как говорится, уже исчезли всякие сомнения о том, что Фишер на матч с Карповым не выйдет. То есть он думал, что Фишер понимал, что Карпов уже просто сильнее его, да, играет?
Был ли Карпов сильнее, неизвестно. Значит, ну, проблема, и Ботвинник ее это чувствовал. Как бы. Вот я потом и пытался это как бы объяснить. Фишер был не готов психологически к такому поединку, на самом деле. Фишер играл с людьми, которые были старше него. Он, на самом деле, добился успеха в шахматах, которые отличались. Карповские шахматы были другими уже. На самом деле, шла новая эпоха уже. Уже шли эти молодые шахматисты, там пошли там Ульф Андерсон, там Ян Тимман, потом пошли молодые венгры, вот эти там Рибли, Сакса, Дарьян. То есть, на самом деле, шахматы с 70-х годов менялись. Фишер к ним оказался не готов. На самом деле, вот как бы вот он все-таки, он был из 50-х, 60-х годов. И его, видимо, это создавало для него дискомфорт большой психологический. И Ботвинник это чувствовал. Он говорил, что, в общем, он не готов. К игре не готов, он не будет играть. И Ботвинник сам такое испытывал. Помнишь, в 1948 году, когда он стал чемпионом мира, он потом перед матчем с Бронштейном нигде не играл. 3 года, да. Но и понял, что это такое. Но одно дело там не играть в 1948-1949 году, а другое дело не играть было в 70-е годы. И он говорит, что Фишер просто не в состоянии будет сыграть с Карповым, потому что, у него нет практики. Он там, 10 побед, 9 побед, он просто... Почему ему нужен длинный матч? Потому что нужно хоть как-то разыграться. Но он, говорит, все равно не побоится. Потому что 1974 год, мы приезжаем в Москву на турнир Дворцов пионеров, мы вышли в финал, значит, и... вот я пишу в книге тоже о том, как Сталин. Да. Пожать руку просто вообще. Значит, я проиграл партию совершенно без борьбы просто. Как вы это поражение переживали? А помните вообще? В общем, я, честно, всегда очень... Переживал очень болезненно. Но будут моменты, когда действительно поражение будет восприниматься просто там... Я плакал там как бы. Но это когда происходило что-то, как меня выбивающее из колеи. То есть, в принципе, если я там проигрывал партию, которую мог выиграть, или когда я понимал, что это там вот чисто моя вина, что на самом деле, что соперник не был сильнее меня. Если он был явно сильнее меня, проиграл, что теперь делать? Надо научиться играть лучше. А Ростик выиграл, кстати. Ростик выиграл первые 2 партии. Он выиграл Италию у Полугаевского. Вообще там первые 2 партии выиграл. Вот. Талантливый такой. Да, он выиграл, значит. Я проиграл первые 2 партии, но я выиграл Авербаха потом. А в 75-м мы уже вышли. Я уже играл на первой доске. Но у нас команда была довольно слабая, как бы, по сравнению с другими. Но я на первой доске, наоборот, дал 2,5-6. Значит, я проиграл Смыслову, когда я заплакал. Потому что я имел позицию близко к выигранной по дебюту. А потом я играл с Полугаевским. И там момент был очень интересный. Могу партию поставить? Давайте. Да, значит, я не уверен, что я до конца сейчас значит, конь в 3, откроем. Конь в 3 Е6, да, я могу сказать, да. Но я пошел, то, что я пошел D2, D3, я помню точно. Значит, это приворотский у нас. Я, честно говоря, на самом деле, это как бы эти ходы помню. Он играл слон D6, система слон G2, конь E7, рокировка. А она здесь есть, да, эта партия? Может быть, она есть там, я не уверен. Я сейчас рокировка, я пошел ладья Е1, пошел слон С7, по-моему, здесь. Подожди, с Полугаевским точно есть партия? Я пошел ферзь Е2, я пошел ферзь Е2, Б6, вот. И здесь я пошел H2, H4. Нет, все, я уже партию вспомнил. H4. Полугаевский здесь так, значит, посмотрел, как он пошел здесь конь Б4, значит, нападать начал на меня здесь сразу, значит, да. Я пошел конь F1. Защитился. Он пошел ДЕ здесь. ДЕ, значит. Я побил ферзем. Он побил на С2. Вот. Я побил на А8. Он побил на А1. Я пошел конь Е3. И здесь Лев Абрамович задумался минут на 45. Редкий случай, когда... Сеансер так задумался? Сеансер, да. Просто все часы пошли туда, потому что, значит, да. Вообще он обнаружил, что здесь проблема есть. Значит, конь теряешь? Нет, в принципе. Идея была тогда выскочить с конем, скажем, например. Это конь D5 пойти, например. Значит, надо эту коня убрать надо. В принципе, надо что-то с ним сделать, надо с конем, значит. Конь D5, вот. И тут он обнаруживает, что на самом деле будет проблема. Потому что пусть конь D5, ферзь бьет D5, белые бьют на D5, D. И ладья E7. Нет, хоть слон D2. Слон D2. Конь C2, ладья C1. И... после коня... Фигуру, просто теряется фигура просто, да.
В общем, ну, понимаешь, он, значит, охватил голову, значит, там начал просто буквально там рвать волосы. В общем, он сидит за доской, он думает. В общем, в итоге он делает исход конь f5. Значит, я побил на f5, ев, слон g5, f6. Значит, я забрал этого, значит, fg. Конь взял g5. Здесь, по-моему, он ходит, по-моему, g6 ходит, да? Сейчас я вот. В общем, в итоге Почему-то, мне кажется, он пошел ферзь d4, нет? Не, ферзя он не Кразит шах и конь f7 пока. Поэтому пока он что-то будет делать. Мне кажется все-таки, что он ходил g6 все-таки здесь. Вот. Я вот, по-моему, так было. Вот здесь e1 я сыграл здесь. Вот. И, по-моему, h6, ферзь c6 будет, ферзь d6. Вот какая-то такая позиция будет. Вот. Ну, в общем, я, к сожалению, предлагаю ничью. Имел перспективную позицию, вот, как бы, но решил, что как бы, ну, вот, Лугаевский, в общем, да. Ну, все-таки это был на тот момент один из ведущих шахматистов мира. Да. После чего он на подъеме, естественно, выиграл все 6 партий остальных. Потому что как только эта партия ушла, то есть остальные партии просто завершаются. Кайф, да. Никитин был страшно недоволен. Он говорит, что это такое, говорит, в принципе. Я говорю, ну, я же там мало, там, по-моему, было 6, ферзь c6, ферзь d6, что-то. Он говорит, что мало, говорит, в принципе. Ну, во-первых, ты, говорит, в принципе, ты же в команде играешь. Ты что ты делаешь просто? Команда же, понимаете, что развалится все. Должен был играть дальше. Видно, что он нервничает. У него это самое... Что-то ничем не рисковал уже, в общем. Причем мне было очень стыдно, потому что, как бы, действительно... По-моему, была 6, ферзь c6, ферзь d6. Вот так было, по-моему, что-то вот такое было. И получилось в итоге. Вот, по-моему, так получилось. И, опять, надо было пытаться играть. Вот. Да. Никитин был справедливо сказал мне, что это... Вот. Ну, в общем, партия кончается ничью, значит. Но в 1975 году, на самом деле, событие как бы для меня самое важное, это то, что смена фамилии происходит. Но больше это было сделано из-за антисемитизма? Естественно, это тоже имелось. Как говорится, на самом деле все как бы складывалось. То есть, как бы, да. Понятно, что с фамилией Вайнштейн было бы труднее. Ну, не то, что фамилия Каспаров в Баку давала большие преимущества, понятно, что это в Азербайджане жили, не в Ереване. Вот, но в целом как бы считали, что так будет спокойнее. То есть, как бы, да, вот, шансов, как говорится, что не будут тормозить, будет больше. То есть, в принципе, я остановлюсь вот как раз летом 1975 года с Каспаровым. Последний раз, как Гарик Вайнштейн играет в первенстве «Спартака» в 1975 году. Первый турнир, на котором сам будет Никитин. Это было в Петергофе. Первенство «Спартака» всесоюзное. Я как раз только вот как бы стал спартаковцем. Вышел в финал с очком из 3. Вот. А в финале как-то я достаточно хорошо сыграл. Как-то вот, значит, я выиграл 2 партии, по-моему, да. Я 2 партии выиграл, 2 ничьи сделал. Вот. И там я выиграл партию красивую у канцлера. Вот это вот, у Бори Канцлера. Вот с жертвами. Вот это мое. Очень страшно гордился ей. Посмотрим? Давай, можно посмотреть, да, в принципе. Да. Я тогда вообще к этому моменту, к турниру этому, я насмотрелся всех этих фишеровских конь f3. Первый ход я играл. Потом вот эти фишеровские сталиндийские построения. Вот, как бы. Но это вот именно влияние Фишера, вот, в принципе, тогда, значит, такое специфическое очень, вот, как бы. Значит, и поэтому получилось, значит, как бы, вот у нас здесь, значит, получилось так, d5, c5, g3, конь c6, слон g2, он пошел g6 здесь. g6 он пошел. Я такого хода вообще не знал, как бы, конь f3, слон g7, значит, рокировка конь g7, значит, да, значит, ладья e1, рокировка. Вот. Ну, значит, опять я какой-то ферзь e2 какой-то сделал странный здесь. b5, e5, опять он начинает двигаться здесь. Конь f1, слон a6, h4, b4. Каждый своим делом занимается. Конь h2, h6. Значит, да, но это как бы ключевой момент, потому что черные просто здесь как бы парализуют все это. В принципе, я сейчас смотрю на позицию, может, вообще надо было h5 пойти, если для начала как бы, может быть. Потому что, ну, хорошо, как бы пошел так, значит, он пошел. Значит, я пошел здесь слон f4, король h7, он здесь защищает все. И я начал какие-то странные ходы здесь делать. Я пошел слон h3 здесь. По-карповски. Карпов любил такой ход, да? Слон h3, c4. Не, ну я как бы готовился к король g2. Я, скорее всего, готовился к каким-то там жертвам, типа конь g5, как он пошел конь f5 тут. Вот. Я пошел слон f5. Да, конь f5, да, слон f5, значит, довольно странно. Слон f5. Да, здесь, может быть, стоило ef побить, но он пошел gf, я пошел g4 здесь. Вот, ну, как бы я уже начал чувствовать, да, он пошел здесь. Здесь он сделал fg, плохой ход.
То есть, на самом деле, просто размены, и потом конь Е7, и, в общем, понятно, что у белых, черных отличная позиция. Значит, он бьет здесь, как бы, да, значит, да, и пошел здесь конь Е7. Вот. И вот с этого момента, как бы, да, то есть, ну, считать, что разницы никакой не будет. Вот. Но на самом деле разница большая, потому что здесь у белых появляются уже новые возможности. Вот здесь я пошел слон G5. Вот. И ход правильный, кстати. Значит, машина подтверждает, что, в общем, слон G5. Но здесь уже я чувствовал себя как бы вот, полностью. То есть, ну, тогда все-таки динамика, вот атака. Да, атака нет. Просто все же, оно уже само же развивается, просто понятно. Значит, он бьет здесь на G5, значит, я бью, ладья H8. Вот, ну, здесь как бы указывается, здесь на самом деле белые уже везде выигрывают, в принципе. Конь F6 шах, король G6, ладья H1, конь F5. Конь F5 он ходит здесь, да, по-моему, сейчас. Сейчас я смотрю, конь F5, ладья H8, слон H8, он ходит здесь. И здесь я просто помню момент, я тут, ну, выигрывает ладья H1 сразу, проблемы нет уже сразу. Я берусь за коня здесь просто, значит, да, значит, я считал, что я мат сейчас ставлю. Потом понимаю, что он сейчас побьет и шахом. Конь F5 шах, да. Ой, конь H5. Конь H3 шах. И как-то, значит, так, я ставлю коня обратно. И я думаю, пойдем так просто, значит, да. Значит. Но надо сказать, что это очень был зевок. Опустили на поле? Не. Это в отличие от той злополучной партии с Полгар, я ничего не отпускал. Я здесь, там бы не дали бы. А здесь нет, я увидел шах. Встал обратно, подумал и пошел сюда. Повезло. Повезло. Нет, чисто повезло просто здесь. Да. Начал потом быстро считать, потому что Боря здесь забирает, как бы, кажется, что вообще здесь все как бы нормально. Но тут я уже тут я уже напрягся посчитать. Ну, посчитать комбинации-то я все-таки всегда был в состоянии здесь, да, значит. И здесь я собрался. Все-таки зевок был такой. Ладья Е1 ход нашел. Ферзь G4 мат грозит. Слон бьет F6, и F2, F3. Снова мат грозит. Снова грозит мат, значит. Конь бьет F3 он должен ходить, ферзь бьет F3, король идет сюда, вот, и здесь ферзь G3 шах. И здесь там единственный ход был король H6, но там после ЕФ, тоже здесь тоже выигрывают. ЕФ, ладья H1, белые тоже выигрывают, в принципе. Но там была просто более сложная. Он пошел король H5, ЕФ проиграл сразу после мат. Вот, но все равно очень гордился. Партию выиграл. Вот. В итоге я нам набрал +2 в финале, значит, суммарно +1. Чемпионом стал такой Десятков из Кургана. Вот. Никто не помнит его. Он набрал там +3 или +4 даже, по-моему, набрал. Вот. Да, помню, да. А я разделил 2 и 4 с Мишей Гуревичем и с Юнеевым. Вот. И неожиданно по коэффициенту взял 2 место. Это был, ну, как все-таки серебряная медаль. Мне было 12 лет. А тогда была одна группа, до 18 все играли? Или как это было организовано? Нет, тогда было 2 группы было. 2 группы было, 2 группы. Да, в принципе. И это будет последний турнир Гарика Вайнштейна. Значит, я потом приезжаю в Баку, мы, значит, проходят все документы, смена фамилии. И первый турнир Гарри Каспарова будет в Баку, Кубок города.